Это небольшое вступление. Перед вступлением хочу вас очень быстро кое о чем попросить. Как вы знаете, просмотры видео в YouTube из-за блокировки очень сильно упали, поэтому хочу попросить вас поставить этому видео лайк, ну или дизлайк, если оно вам не понравилось, и написать любой комментарий, потому что это очень сильно поможет. Спасибо, смотрим дальше. Трек в городе Металлострой. Вау. Привет, снова я. Сегодня едем на один из самых больших памп-треков в Санкт-Петербурге и его окрестностях. Это памп-трек в городе Металлострой. Достаточно интерес, может быть, получится даже пару раз прыгнуть или не получится, может быть, попадаем, может быть, нет. Посмотрим. Каточка будет сегодня немного легкая, потому что ногу я ударил чуть сильнее, чем ожидал, и она еще немного побаливает на сгибании, поэтому, возможно, прокачивать будет немного тяжело. Поедем мы до туда на электричке. Нам нужно до туда сейчас успеть, потому что до нее остался примерно час, а ехать около 10 километров до станции. По пути, скорее всего, я запишу пару лесенок, пару прыжочков и все, и основное видео будет только о пампе. Ну а мы погнали. Ну тут главное не сдохнуть. Короче, не знаю, что у нас тут получится. Я купил какие-то билеты, но мужики на станции сказали мне, что я купил их не туда. И я просто еду куда-то безбилетно в надежде, что приеду на нужную станцию. Ну, ладно, посмотрим. Очень интересный. Я никогда такого не видел, но направление вроде нужное. Следующая остановка Ижоры. А вот и наша. Судя по картам, мы должны парк увидеть прямо сейчас. А вон я его вижу. Но его плохо видно за деревьями, но возможно... ну вон памп-трек, да. Ну, получается, приехали. Так, ну, мы вроде добрались, нам повезло. Сейчас едем по Металлостроевским лестницам. Шикарно. Нам, скорее всего, туда. Но я хочу попробовать найти какую-нибудь металлостроевскую шаверму, если мне повезет. Ладно, включусь чуть позже. В поисках шавермы я в итоге забрел на главную площадь Металлостроя, по-моему. Давайте хоть и вам ее покажу. Прыгать мне, если честно, лень, не хочу тратить силы. Так что просто посмотрим и поедем дальше. Короче, Металлострой оказался не таким дружелюбным в плане еды. Я пожалел, что я из дома ничего не взял, хотя бы банан или яблоко. Но у меня еще есть надежда, что по пути на спот я все-таки что-то найду, либо будем кататься голодными. Короче, наш сегодняшний завтрак — это арахис и вода. Потому что я нашел шаверму, но она выглядела очень ужасно, и я не стал рисковать. Так, ну я его нашел. Слушай, а он больше, чем я думал. Ой-ой-ой. Страшно вырубай. Ладно, сейчас я чуть позавтракаю и рванем. Так, ну ладно, приступаем к раскатке. Вау. Ну он явно больше. Я не ошибся.
По диаметру он такой же, как во Всеволожске, но по размеру, даже по размеру контрол, это видно, наверное, вам. Фу. Ладно, еще разок. Да, вот к этому конструктору надо привыкнуть. У него влетать очень сложно. С моей-то косолапостью. Контр. Качаем. Нет. Что я могу сказать? Он прикольный, но нужно раскататься, привыкнуть ко всем поворотам, контрам, потому что завалиться-то очень легко на самом деле. Ладно, попробуем другую часть. Вроде вот уже получше, когда привыкаешь. Вау, прикольно. Вот это вот. Ну да, мне даже немного стремновато. Даже на том прыжке раздолбанном с ковром было не так стрёмно, что это выглядит как-то совсем ужасно. Ладно, попробуем пощекотать нервы. Надеюсь, не упаду. На нее просто заехать можно. Я думал, там неминуемо надо вылетать. Ну ладно. Ладно, еще одна попыточка. Страшно. Там единственная проблема, что когда ты заезжаешь на островок, он под углом, и ты просто замедляешься, там нельзя проехать на полной скорости и прокачать нечего. Как разгоняться перед этой штукой, я совершенно не понимаю. Там надо подкручивать все равно. Короче, что-то не то. Ну ладно, давайте бомбанем еще пару кружков. Через
через вот это вот куда-нибудь так. Дождь пошел, по-моему, по капелькам, которые я чувствую. Забили тоже чуть-чуть. Вау. Уп. Было опасно. Давайте еще 2 кружка. Так, у нас тут непредвиденные обстоятельства в виде дождя, который начался внезапно. Хоть и был ожидаем, судя по небу. Мы сейчас едем под какой-нибудь навесик. Я не знаю, если не сильно вымокнет, покатаем еще. Но если вымокнет, то придется ехать домой. Здорово, пацаны и девчонки. Вещаю из металлостроя. Наконец-то выбрался покататься на один из самых крупных памп-треков в Санкт-Петербурге и окрестностях. Только раскатался, только пошла скорость, какое-то веселье, и началось вот это вот. Не то чтобы это было какой-то неожиданностью, небо было именно таким с самого утра, а я почему-то не задал себе вопрос: чувак, какого черта, ты же понимаешь, что будет дождь. Но в этот раз я решил довериться прогнозам, о чем и пожалел. Перспектива кататься на мокром памп-треке меня немного пугает, поэтому, скорее всего, сейчас уже двигаюсь к городу и попытаюсь хотя бы мини-ролик добить в городе какими-то лесенками и чем-нибудь еще, чтобы можно было хоть что-то залить. Ладно, толкового памп-трека сегодня не получилось. Двигаемся к городу потихоньку. Безудержное веселье. Сейчас еще 40 минут будем тут сидеть, ждать электричку. Ну тут хотя бы с лестницы, будем с лестницы прыгать.
Да, конечно, подутомился уже немного ждать. Осталось еще целых 20 минут до электрички. Уже успел проголодаться, арахиса ни черта не наелся, так что по приезду поедем искать какую-нибудь бичевскую шавуху рядом с сортировкой. Сейчас, пацаны, смеяться будете. Едем своим ходом из металлостроя, потому что я просрал электричку. Ну ладно, хотел покататься, вот сейчас покатаемся как раз. Да, это, конечно, потрясающий экспириенс, но мы въезжаем в Санкт-Петербург. Это ужас какой-то, я даже не был в этих районах никогда. Где я? Как же так случилось-то? Я просто не понимаю. Электричка с перерывом 3 часа. 3. Ну, я не иду полчаса. Ну, 40 минут. Ну, 3. Что это за бред вообще? Куда ехать-то вообще? Сюда. Да, ребят, немного не так я, конечно, планировал провести этот день. На Вантовый мост заедем, раз уж мимо едем. По-моему, вот на этой лестнице можно вылететь, но там надо по реплике прилетать. Блин, еще сыро, надо быть осторожным, короче, не забываем. Попытка номер 2. Ну ладно, 3-й раз Алмаз. Давайте еще вот на это попробуем вылететь и подвигаем дальше. Погнали. Шик. Ну, правда, я чувствую, что у меня, по-моему, то ли колеса спустили за все это время, либо там давление недостаточно просто. Ну да. Ну я вроде научился их немного прокачивать, но тормоз я все еще боюсь на таких крутых лестницах отпускать. Потому что я в прошлый раз здесь тормоз отпустил, я в итоге чуть не улетел по этой лестнице без шлема. А это ужасно было бы. Здесь был просто дроп. Ну вот я отпустил тормоз, как качай. Я просто дропнул через все ступеньки. Ладно, гоним дальше. Что из этого лестница? Нет, не пройду. Какой-то такой видос у нас сегодня получился. Не самый удачный день, но мне все равно понравилось. Побывали на пампе, немного покатали по городу. Не успели на электричку и поехали из металлостроя своим ходом. Но зато попутно немножко побурили лестницы, попрыгали. И я надеюсь, с этого получится склепать какой-нибудь видосик. Я надеюсь, что он вам понравится. Что касается металлостроя, мы обязательно туда еще вернемся. Мне памп понравился, но дождь все подпортил. Вам также хочу напомнить, чтобы вы не забывали про Telegram, он у нас есть, подписывайтесь, ссылки на него есть
в описании и будут где-то на экране. Здесь вот, например. А также хочу вам напомнить о том, о чем говорил в самом начале. Не забывайте ставить лайки и писать какие-нибудь комментарии, потому что сейчас крайне просаживается статистика видео из-за блокировки Ютуба, и нужно всеми силами поднимать видео вверх, чтобы оно все чаще выскакивало в релейтеде у людей. Ну а я с вами прощаюсь, всех обнял, всех поцеловал. До встречи в новых видосах. Fuck sleep, full of a blunt. Весь мир имеет план. Летай вверх, как Angel Spawn. Fuck sleep, всю ночь не спал. Паф пас, мой день настал. Паф пас, you know.